Добро пожаловать в мою мастерскую! В этом видео покажу вам очень простой способ сделать вот такие потрясающие цветы из любой синтетической ткани. И сразу пустим их в дело, прикрепив к аксессуарам для волос и основам для украшений. Для начала сделаем выкройку лепестков из бумаги. Я обвела чашку, это будет самый большой размер моих лепестков. Сейчас на основе этого сделаем еще несколько размеров. Отступите 4-5 мм от только что нарисованной линии и нарисуйте другую. Вырезаем по ней. Это будет лепесток чуть меньшего размера. Точно так же нарисуйте еще несколько лепестков, вплоть до самого маленького. Особая ровность нам тут не важна. Сделайте таким образом 6-8 разных размеров лепестков. Выкройки готовы. Приступаем. Для наших целей подойдет любая полностью синтетическая ткань. Я взяла вот такие остатки от занавесок нескольких цветов. Сложите ткань в несколько слоев. Приложите и приколите выкройку, после чего вырезайте через все слои ткани. То же самое проделайте со всеми остальными размерами лепестков. Дальше мы будем превращать вырезанные кружочки в лепестки с помощью свечи. Смотрите как. Синтетическая ткань оплавляется и очень здорово подкручивается. Это очень медитативное занятие. Каждый лепесток получается неповторимым. Подносите ткань близко к огню, но не касайтесь его. Когда будете обрабатывать маленькие лепестки, берегите пальчики. Вот смотрите, как было и как стало. Лепесток значительно меньше по размеру, чем кружок, из которого его сделали. У меня получилось довольно много лепестков, сейчас будем собирать из них цветы. Возьмите иголку и нитку и, начиная с больших, нанизываем на нее наши обработанные кружки. Их края ни в коем случае не должны совпадать, поэтому в серединку кружка не колите. После больших лепестков берите поменьше и так вплоть до самых маленьких. Пышность цветка регулируйте по своему вкусу. Вот я собрала на иголку цветочек и теперь закрепляю всю эту стопку лепестков несколькими стежками. Сзади завязываю обычный узелок. Это очень приятное занятие. Прямо у вас в руках рождается новый цветок. Теперь давайте обсудим варианты украшения серединки. Самый простой – это приклеить полубусину. Ее можно купить в магазине для творчества. Очень здорово работает. Нанесите капельку клея на плоскую сторону полубусины и приложите к серединке, закрывая все сделанные стежки. Здорово получается, правда? Второй вариант – пуговичка. Вот такая на ножке. Или даже какая-нибудь смешная. Пуговичку просто пришиваем. Третий вариант – сделать вот такую закрытую серединку из самих лепестков.
Возьмите 2 маленьких лепесточка, один из них нам нужно свернуть. Я решила в серединке сделать несколько стежков. И вот так стянуть свой лепесток. Можно еще его как-нибудь поскладывать и парой стежков придать окончательную форму. В общем, жмякайте, не стесняйтесь. Получившуюся серединку можно пришить прямо к цветку. Но я решила пришить его еще к одному лепесточку, а потом уже к цветку. Формируйте ее произвольными стежками, пока не останетесь довольны. А затем пришивайте. Все просто, правда? И четвертый, не самый простой, но очень красивый вариант – украсить серединку бисером. Очень здорово получается. Цветы готовы. Сейчас я покажу вам, как очень просто прикрепить их на резинки для волос или на что-нибудь другое. Первый, самый простой и мой любимый вариант – взять кусочек фетра. Приклеиваем сначала резиночку на капельку клея в том месте, где у нас выходят нитки. Теперь промажьте клеем подготовленный прямоугольничек фетра и вот так закройте резинку. Получается вот так. То же самое можно сделать любым кусочком ткани. А еще существуют вот такие специальные крепления для резинки. Ссылку на них оставлю под видео. Кроме того, в магазинах для творчества вы можете найти основу для брошки. В ее роли точно так же прекрасно сработает и булавка. Возьмите кусочек фетра и вот так зафиксируйте ее. И напоследок, нет ничего проще, чем закрепить этот цветок на заколку. Я обожаю цветы из ткани и умею делать их очень много разных вариантов. Если вам тоже интересна эта тема, пишите мне об этом в комментариях, буду снимать больше. Ставьте лайки этому видео и обязательно подписывайтесь на мой канал.